Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и это первый ролик из серии «Как приготовить вкусный хлеб в хлебопечке». Друзья, мы сейчас приготовим обычный белый молочный хлеб. Это один из самых простых рецептов, но как раз на его примере я покажу, как готовить хлеб правильно, чтобы он был вкусным. Начнем мы, конечно, с дрожжей. Если у вашей хлебопечки есть отдельный диспенсер для дрожжей, можно использовать его, насыпать дрожжи сюда. Это важно, если у вас необходима отсрочка запуска. То есть вы хотите получить готовый хлеб, к примеру, к утру, оставить его на ночь. Если же вы хотите сразу приготовить хлеб, то отсрочкой можно не пользоваться и, в принципе, можно засыпать дрожжи прямо в ведерко. Но тут очень важно, чтобы дрожжи не соединились с водой. Если дрожжи соединяются с водой раньше времени, начинается преждевременное брожение, преждевременный подъем теста, и хлеб у вас не получится высоким и красивым. Поэтому либо используйте диспенсер, либо закладывайте ингредиенты так, чтобы между дрожжами и жидкостями у вас был хороший слой муки, и жидкость раньше времени на дрожжи не попала. Итак, мы открываем новую упаковочку дрожжей. Дрожжи, кстати, разные беру. Вот эти мне очень нравятся. Чаще всего применяю именно их. Для быстрой программы мне нужно 3 чайных ложки дрожжей. Обращайте внимание, чайная ложечка — это именно та, которая идет в комплекте. Если вы будете засыпать дрожжи, используя какую-то другую домашнюю чайную ложечку, хлеб опять же может не получиться. Поэтому весы, ложечка обязательно должны быть. Сейчас раскрою еще один секрет, он относится именно к хлебопечкам Panasonic, но этот вопрос очень часто мне задают, поэтому проговорю. В инструкции прописано 2 вида дрожжей. Дрожжи B и дрожжи R. И далеко не все знают, что это такое. Те, кто впервые пользуется хлебопечкой, обычно как раз спрашивают, для чего 2 разных типа дрожжей, где покупать B, где покупать R. Так вот, дрожжи на самом деле одни и те же. Просто дрожжи B — это bake, английское слово, выпечка. R — rapid, ускоренная выпечка. Если вы выпекаете на ускоренной программе, просто кладете дрожжей больше по инструкции. Сейчас я буду готовить на ускоренной программе, поэтому я положил 3 ложки дрожжей. Далее мука. Нам понадобится 600 грамм муки. Конечно, используем весы. Если у вас нет весов, хлеб можете не начинать печь. Что касается муки, тут Panasonic достаточно непривередлив. У меня хлеб получается практически всегда. То есть один случай на 200 раз, когда бы хлеб не получился. Хотя вот недавно такая ситуация была. То есть хлеб я готовил, он не получался таким высоким, как я привык. Из этой же муки я пытался делать пельмени, тесто начинало разрываться. Я пытался из этой же муки делать пирожки, тоже тесто получилось крайне неудачным. После этого я перестал покупать муку того производителя, и все вернулось, что называется, на круги своя. Сейчас мы засыпаем 600 грамм муки в мерный кувшинчик. Очень важна точность измерений. И теперь, если вы хотите, чтобы хлеб у вас получался воздушным, красивым и максимально высоким, не нужно просто засыпать муку в ведерко. Обязательно используйте ситечко для просеивания муки. Если вы используете кружечку-просеивалку, она есть в любом магазине, в этом случае мука у вас набирает кислород, и хлеб будет получаться более воздушным и более высоким. Процесс занимает буквально несколько секунд, но хлеб получается совершенно другим. Так, далее нам потребуется 2 столовых ложки сахара. Рецепт я, кстати, в описании оставлю.
Соли мы берем 2 чайных ложки. Сливочного масла 2 столовых ложки. Молока нам нужно 410 мл. Я отмерю 410 грамм, так будет точнее. Еще один секрет важный. Вот про этот не забывайте. Если вы готовите на быстрой программе, а молоко взяли из холодильника, погрейте его до комнатной температуры. Если все ингредиенты у вас при одной комнатной температуре, хлеб получается гораздо лучше. Именно поэтому у хлебопечки существует долгая программа. И первый период она просто выстаивает хлеб, выстаивает ингредиенты, доводя их до одной температуры. Мы же сейчас ускорим процесс и разогреем молоко в микроволновке. Заливаем молоко комнатной температуры. Если вы не используете отдельный диспенсер, старайтесь заливать равномерно. Я заливаю прям попадая на масло, для того, чтобы слой молока ровно покрывал слой муки. Молоко не попадало в одну точку, и оно не добралось до дрожжей раньше времени. Опять же, если у вас есть встроенный диспенсер, можно об этом вообще не думать. Хлебопечка все сделает за вас. И теперь контейнер со всеми ингредиентами мы ставим в хлебопечку. И смотрим, нам нужна программа «Основной быстрый хлеб». Программа номер 2. Простое управление, удобно. Выбираем темную корочку, цвет корочки отображается на дисплее, размер тоже. Размер берем большой. Запускаем хлебопечку на старт. Через 2 часа посмотрим, что получится. Также обращу ваше внимание на еще одну важную особенность. В процессе приготовления не открывайте крышку. Потому что как только вы начинаете открывать крышку хлебопечки, у вас тепло, которое там есть, выходит, нарушается технологический процесс, и чаще всего макушка хлеба будет проваливаться. Поэтому открывать крышку не стоит. У Panasonic специально сделана плотная крышка без разных просмотровых окон для того, чтобы избежать теплопотери. Опять же, будем честны, когда вы выпекаете хлеб не первый, не второй, не 10-й раз, вы точно не будете смотреть, как идет процесс. Это как со стиральной машиной. Никто не смотрит, как крутится белье в барабане стиральной машины. Здесь также вы поставите хлеб и будете радоваться полученному результату. А теперь ждем 2 часа. 2 hours later. Выпечка окончена. Извлекаем наш хлебушек. Вот такой большой и высокий. Сейчас важно дать хлебу остыть минут 10-15, и только после этого его можно будет разрезать. A few moments later. Друзья, уверен, что если вы будете применять эти простые советы, ваш хлеб будет получаться вкуснее, он будет получаться более воздушным,
Готовить вы его будете очень быстро, и приготовление окажется простым. Если же данное видео показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также напишите в комментариях, какие у вас есть интересные советы для хорошей выпечки хлеба. Спасибо за ваше внимание.